Привет, друзья! Посмотрите, какая классная задача. Допустим, у нас есть куб. Мы отрезали его уголок. Получилась такая треугольная пирамида, у которой три прямых уголка при одной вершинке. И, допустим, ребра равны 6, 8, 10 этой пирамидки, выходящей из этой вершинки. Спрашивается, в какой наименьшего радиуса шар можно поместить эту пирамиду? Ну, я переформулирую. Дана треугольная пирамида P, A, B, C, вот здесь поставлю BC, у которой плоские углы при вершинке B прямые, то есть лежащие на гранях прямые, а ребра, выходящие из этой вершины, равны 6, 8 и 10. И нужно найти радиус сферы, описанный около этой пирамидки, то есть проходящий через все вершинки ее, через А, Б, С и П. Ну, все очень просто. Это такая важнейшая задача. Описанные шары. Ну что ж, я покажу два способа решения. Очень быстро расскажу все на пальцах. Итак, будьте внимательны. Поехали. Что мы знаем про треугольную пирамиду? Вообще-то другое ее название – тетраэдр. И есть еще правильный тетраэдр, у которого все ребра равны. А это просто тетраэдр, это другое название треугольной пирамиды. Около любого тетраэдра можно описать сферу, причем только одну. Радиус ее найти по формуле сложно, потому что формула есть, но плохо запоминается. Есть еще там в высшей школе определитель матрицы, который позволяет, зная все 6 ребер, а у нас здесь все 6 ребер могут быть найдены, найти радиус. То есть формулы нет, как на планиметрии, где r равно ABC на 4s. И поэтому проблема. Дам буквы P, A, B, С – это 6, это 8, это 10. Надо искать радиус этого шара, этой сферы. Вершинки лежат на поверхности шара, то есть на этой сфере. И нам понадобится всего лишь одна задача ключевая. Номер 1 из 10 класса. Зададимся вопросом, где лежат все точки, равноудаленные от трех точек плоскости или от трех вершин треугольника А, Б, С, либо от трех точек плоскости, не лежащих на одной прямой. Вот если точка сама лежит в плоскости, точка О, то она является центром описанной окружности, и она равноудалена от точек А, Б и С, верно? Верно. А далее, если мы проведем прямую какую-то ПО через эту точку, перпендикулярную плоскости А, Б, С, вот окажется, что любая ее точка, в том числе точка П, будет равноудалена от точек А, Б и С. Почему? Ну, из равенства трех прямоугольных треугольничков, правильно? Ну, либо из теоремки, что равным проекциям соответствуют равные наклонные. Ну, верно обратное утверждение. Если равны наклонные, опустили перпендикуляр, равны проекции. О центр описанной окружности. То есть вот это геометрическое место точек, равноудаленных от трех вершин треугольника. Ну, либо многоугольника, вписанного, это как бы в будущем. Все. Вот зная этот факт, мы решим эту задачку. Понятно, что центр должен быть равноудален от всех вершин, от А, Б, С и П, но вначале мы найдем множество точек, которые равноудалены от трех вершин. От вершины А, Б и С. Где лежат все такие точки? Так мы же сказали, они лежат на прямой, проходящей через центр описанной окружности, перпендикулярной плоскости этого треугольника. Ну все. А где центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника? На середине гипотенузы, точно. Вот это равно этому, это О1. Вот теперь через точку О1 нужно провести прямую, перпендикулярную АБС, и все, и на ней будут лежать все точки, равноудаленные от точек А, Б и С. Ну, здорово, конечно. Давайте я ее проведу, скажу, что она будет параллельно ребру ПБ, поскольку два перпендикуляра к плоскости параллельны между собой, я вот выше проведу. Вот, и скажу, пусть тут какая-то будет точка F, и вот самый главный шаг, что FO1 перпендикулярно плоскости АБС. Все, дело практически сделано. Здесь лежат все точки, равноудаленные от А, Б и С. Как найти? Теперь на этой прямой FO1 точку, равноудаленную от Б и П. От Б и П. Да очень просто. Две параллельные тут задают некую плоскость, да?
Вот, я могу так нарисовать, сказать, плоскость бета. Ну и в этой плоскости все же просто сделается. Нужно провести серединный перпендикуляр к ПБ. Верно? Верно. Каждая его точка в этой плоскости будет равно удалена от точек П и Б. Ну и все. Как удобнее провести? Ну, удобнее, наверное, вначале провести вот такой отрезочек, вот такой. Он будет перпендикулярен. Вот. И этой прямой. Ну и ПБ он будет перпендикулярен, верно? Верно. Ну, а теперь все, мы проводим к нему как бы параллельную. Вот так в плоскости все делаем, бета. Получаем центр. О, это самое главное было, найти наш центр. А дальше дело техники. У нас получается прямоугольник вот это. Ну, можно писать B, M, O, O1, B, M, O, O1, прямоугольник. И, внимание, его диагональ, вот эта диагональ, чем будет? Радиусом. Это же искомый радиус. О, центр, Б, вершина. Это радиус. А как его найти откуда? Да из прямоугольного треугольничка из этого, правильно? О, для этого надо найти ОО1 и БО1. Ну, давайте этим займемся. Итак, внимание. БО1, О1 середина гипотенузы. Значит, это медиана, она равна половине гипотенузы. А гипотенуза по теореме Пифагора 6, 8, 10. Значит, это медиана 5. Все, 5. А здесь середина перпендикуляр. Значит, здесь 5 и здесь 5. Все, 5, 5 и R 5 корней из 2. Давайте запишем жирным и красивым. Ну, во-первых, ОБ – это радиус. С другой стороны, ОБ можно найти как? 5 в квадрате плюс 5 в квадрате под корнем. Вот. И это будет 5 корней из 2. Это и есть ответ на вопрос задачи. Ну, не так и сложно, правильно? 5 корней из 2. Ну вот, задачка решена. Я покажу второй способ мгновенного решения. Этот способ, скорее всего, вам ваш ИИ и предложит. Я так думаю. Итак, часто очень пирамидку дополняют до призмы. Но в данном случае до прямоугольного параллелепипеда. Вот она как бы является его частью, и проведя там параллельненькие, мы получим прямоугольный параллелепипед. А потом окажется, что сфера, описанная около прямоугольного параллелепипеда, ну, равна по радиусу совпадает с этой сферой, описанной около нашей треугольной пирамиды. И все. А около параллелепипеда сфера хороша тем, что ее диаметр равен диагонали прямоугольного параллелепипеда. Смотрим. Все видят? ПАБЦ наша пирамидка достроили, ну, проведя параллельные к этим взаимно перпендикулярным ребрам прямоугольный параллелепипед. Вот. И напишем, чтобы хорошо запомнилось, что идея какая? До прямоугольного параллелепипеда достроили. Все. И теперь ПД, давайте на черный перейду, вот это пусть будет D все-таки. ПД, то есть диагональ этого параллелепипеда, у параллелепипеда 4 равных между собой диагонали. Они пересекаются все в одной точке, в центре описанной сферы, и делятся этой точкой пополам. Вот. Поэтому точка О равно удалена от всех 8 вершин. Поэтому ПД – это 2R, правильно? Но у нас есть формула диагонали прямоугольного параллелепипеда. Некий аналог теоремы Пифагора утверждают некоторые, а другие математики говорят, нет, это не аналог. Напишите, что вы думаете. Квадрат диагонали равен сумме квадратов 3 измерений этого параллелепипеда. Красиво? Красиво. Почти как теорема Пифагора. А у нас наши ребра 6, 8, 10 как раз измерения, правильно? 6, 8, 10. Ну все, можно найти d в квадрате, потом d. А d это будет PD. Да? Вот. А PD это диаметр. А радиус это ОП. О, вот это будет радиус 1, правильно? Ну что, добиваем задачу? Добиваем. Говорим, что PD найдем как корень квадратный из 6 в квадрате плюс 8 в квадрате плюс 10 в квадрате. Ну, 6 в квадрате плюс 8 в квадрате – это 10 в квадрате. Получится 2 раза по 10 в квадрате. 10 корней из 2. 10 корней из 2. Но радиус наш – это 1/2 BD. Почему B? PD. Ай-яй-яй-яй, никто не видел, ребята.
Никто не видел. ПД. ПД же ищем диагональ. ПД и равно 5 корней из двух. Ответ 5 корней из двух. И я хочу заметить, что кто умудряется еще через всякие VPN смотреть в Российской Федерации наш канал, у нас есть плейлист стереометрия. Плейлист стереометрия. Стереометрия. Вот, где собраны важнейшие задачи. Там угол между прямыми, расстояние между прямыми, там сечение, площадь сечения. И вот такая задача будет там помещена, поэтому смотрите. Вот. Я сказал ПРН или VPN. Ну ладно, вы разберетесь. Пока, до новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.